В эти дни не только Германия, но и вся Европа отмечает 30-летие падения Берлинской стены. Сооружение было символом разделения двух миров. Из советских граждан побывать по ту сторону стены могли лишь немногие, и ученые были среди них. О разрушенных стенах в городах и в умах будем говорить с французским профессором Высшей школы горных наук и телекоммуникаций в Нанте Андреем Калиничевым. Здравствуйте, Андрей. Спасибо, что пришли к нам в программу. Здравствуйте, Ольга. Спасибо, что пригласили. Андрей Калиничев родился в 1957 году в Оренбурге. В 1979 окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности. В 1986 защитил кандидатскую диссертацию по химической физике. До 2005 года работал в Институте экспериментальной минералогии в Черноголовке. Один из пионеров применения физических методов атомистического компьютерного моделирования к решению геохимических задач. С 1989 по 1991 стипендиат фонда Гумбольдта в Институте химии Общества Макса Планка в Германии. С 1998 по 2010 профессор-исследователь в университетах штата Иллинойс и штата Мичиган в США. В 2010 возглавил группу по атомистическому моделированию материалов, относящихся к технологиям геологического захоронения радиоактивных отходов в Высшей школе горных наук и телекоммуникаций в Нанте во Франции. С 2017-го главный научный сотрудник Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного анализа Высшей школы экономики. В 2019-м избран президентом Международного общества глинистых минералов. Андрей, я держу в руках кусочек Берлинской стены. Я купила в Берлине в музее ГДР. И большая часть стены теперь разобрана на сувениры. Однако вы помните эту стену, вы переходили, да, границу по этой стене 30 лет назад, незадолго до того, как она была разрушена, и вы переходили еще, когда там были блокпосты. Вы были лауреатом Гумбольдтовской стипендии. Да. И это в стипендии, которую получали ФРГ. Но это были ученые из разных стран. Да, вот. И, значит, я поездом ехал из Москвы в Манхайм, чтобы 2 месяца сначала учить немецкий язык. Пересадка должна была быть в Берлине. Вот. И поезд пришел с опозданием в Берлин, восточный, где мне нужно было сесть на... там, не знаю, трамвай, Штрасенбан или что-то такое, значит, доехать до границы, там перейти границу, потом сесть на трамвай, поехать на другой вокзал. Собственно, переход, я границы, то есть стены, я не видел, потому что переход был под землей. Это был переход с одной трамвайной станции на другую. Саму стену я увидел примерно через год, когда фонд Гумбольдта возил нас по всей Германии. Уже стена постепенно, так сказать, разбиралась, действительно. И вот я, между прочим, у меня кусочек не такой красивый, как у вас, но у меня есть кусочек, который я лично отколупнул от этой стены. У меня есть фотография, где я его отколупываю. У меня 2 таких кусочка. Он не такой красивый, не так красиво упакован, но я его вожу с собой везде. И когда я рассказываю студентам об атомистическом моделировании цементов, материалов, о том, как, значит, причины их, там, физико-химические причины их прочности и так далее, других свойств, я всегда упоминаю, что на самом деле очень часто, так сказать, стабильность цемента и долговечность, она определяется совсем не физико-химическими свойствами. А историческими процессами. Да, историческими процессами. И вы, получилось так, что вы были свидетелем этих исторических процессов, потому что вы попали как раз в Берлин за 2 месяца до смены режима и до начала процесса объединения Германии. Ваше впечатление, вы помните? Я хорошо помню ГДРовского пограничника, молодого такого прыщавого, сердитого человека, который так очень на меня посмотрел, с подозрением поставил штампик. У меня, между прочим, есть паспорт, случайным образом. Вы запаслись. Свой служебный паспорт. Подготовились. Да. Значит, он случайно сохранился. И вот здесь вот переход Фридрихштрассе 26 сентября 1989 года. Собственно, сам переход не был таким, ну, что ли,
примечательным. Но оказалось, что наш поезд из Москвы в Берлин опоздал на полчаса. И последний поезд в Западную Германию с вокзала Берлин-Зоо уже ушел. И мне надо было несколько часов провести на вокзале, дождавшись утреннего поезда. Единственное место, которое было на вокзале открыто, это почтамт. Ну, такое почтовое отделение небольшое. И вот, значит, я там еще с несколькими людьми из Советского Союза, которые тоже ехали в Западную Германию, мы там провели ночь. Рано утром, значит, дождались первого поезда там на Франкфурт и поехали. И вот, значит, границу я наблюдал. Вот это вот первое впечатление, как бы вот границы между ГДР и ФРГ, это вот граница, которая... Несколько часов мы ехали медленно очень по территории Восточной Германии, но уже в западногерманском поезде. С обеих сторон колючая проволока, заброшенные с времен войны станции, потому что они не использовались с тех пор. И на каждой станции примерно на расстоянии там, 5-10 метров друг от друга стояли ГДРовские пограничники с автоматами Калашникова, наставленными на поезд. Потому что это было уже время, когда из ГДР люди бежали тысячами, семьями, и запрыгивали там на крыши вагонов, и захватывали поезда там где-то в Праге или в Варшаве, которые шли в Западную Германию. Вот уже было такое время. И, конечно, это на меня произвело такое очень сильное впечатление. И было понятно, что, в общем, это все ненадолго, это скоро кончится. Давайте, у нас есть сюжет с хроникой, с кадрами этого времени. Давайте напомним нашим телезрителям, как это происходило, как это выглядело. Антифашистский оборонительный вал, как называли ее в ГДР, или позорная стена, как называли ее в ФРГ. Это сооружение длиной в 106 километров и высотой более 3,5 метров было построено в 1961 году, чтобы не просто разделить на две части один город, а противопоставить друг другу две половины одного народа. Электрический ток, сторожевые вышки, оборонительные рвы и секретный приказ Штази стрелять по всем беглецам, включая детей. Таким способом 28 лет подряд руководство Коммунистической партии Германии оберегало одних немцев от влияния других. Пока 4 ноября 1989 года на Александр-Плац не собралось несколько сот тысяч человек, историки до сих пор спорят, сколько же их было на самом деле. Граждане потребовали отставки руководства страны. Кстати, митинг был согласован с властями, но это не помешало ему изменить ход истории не только Германии, но и всей Европы. Сегодня большая часть стены разрушена. Ее кусочки можно купить в музеях Берлина на память. Но остались и фрагменты сооружения с граффити, самое известное из которых называется «Господи, помоги мне выжить среди этой смертной любви». Давайте вот вернемся к цели вашего визита. Вот вы попали в такой исторический момент. Да. А что вы там делали, как гумбольдтовский стипендиат? И вообще, почему советского ученого, почему ФРГ решила выделить советскому ученому стипендию для научных исследований? Ну, фонд Гумбольдта не выделял стипендии там, советским ученым или каким-либо еще ученым. Фонд Гумбольдта выделял в то время примерно 500 стипендий в год кому бы то ни было. Это был конкурс проектов научных. 3 раза в год в фонде Гумбольдта собирается комиссия из немецких профессоров, которые это оценивают. Это существует до сих пор. Он был воссоздан после войны в 1953 году. Очень долго президентом этого фонда был Вернер Гайзенберг. До своей смерти, я думаю. Вот. Великий немецкий физик. Да. Из Советского Союза обычно приезжало вот в советское время 3, 4, 5 человек в год. Хотя там из Штатов приезжало, например, там несколько десятков, может быть, сотни. Из Китая, из Индии и так далее. И вот как раз мне посчастливилось попасть в то время, когда эта, ну, как бы вот стена прорвалась. И моей заслуги в этом нет никакой, только что проект оказался хороший и был принят и поддержан. Но нас уже приехало вот в ту осень где-то 17 человек. Это был первый такой самый массовый десант, да, то есть советских ученых. Фонд Гумбольдта проводит
для вновь прибывших стипендиатов 3 раза в год проводит вот такие встречи, вводные встречи, куда приглашают вновь прибывших стипендиатов со всей страны. И вот мы приехали, в Бонне это было в октябре 1989 года, и выяснили, что нас 17 человек из Советского Союза. Вот. И там мы, естественно, там перезнакомились быстро. В перерыве к нам подходит генеральный секретарь, такой Хенрик Пайфер. И просто, так сказать, в возбуждении таком говорит: представляете, к нам каждый год раньше приезжало не больше 5 человек из Советского Союза, а сейчас вас за 3 месяца приехало 17 человек. Как здорово все. И, значит, а потом через полгода оказалось, что уже из Советского Союза 50 человек, а еще через полгода 100. И фонд Гумбольдта вынужден был на этот период, в начале 90-х годов, увеличить количество стипендий на 100. Потому что такое было большое количество заявок, и они были такого хорошего качества, что они просто не в состоянии были отказать. И вот был такой вал в конце 80-х, начале 90-х годов, и я попал прямо в самое его начало. Очень интересным образом, вот 9 ноября, собственно, день, когда стена порушилась, значит, так случайно совпало, но удивительно. Значит, я 2 месяца учил немецкий, совершенствовал свой немецкий в Гёте-институте в Манхайме, и работать должен был в Майнце, в Макс-Планк-институте химии. И я написал, значит, своему руководителю, профессору, с которым собирался работать, Карлсу Хайнцу, говорю, что вот я недалеко нахожусь, там 1,5 часа езды поездом. И я приеду просто на разведку, чтобы познакомиться со всеми. И вот я поехал туда именно 9 ноября. А у Карла исторически так, в общем, у него была такая очень интернациональная команда, группа, где работали люди из Восточной Европы, из самых разных стран. И, собственно, я поэтому к нему и попросился работать, потому что я знал, что там венгры, например, работают и считают на Крей. Это самый мощный суперкомпьютер в то время, который, естественно, для советских людей был под эмбарго, и ничего такого не было. Я просто понял, что, ага, если из Венгрии можно, то, наверное, и мне можно будет на таком компьютере считать, и попросился к нему работать. И вот я, значит, приезжаю 9 ноября в Макс-Планк-институт, перезнакомились, там, значит, там 2 профессора приехали буквально на несколько дней пообщаться из Лейпцига, рассказывали о том, как они каждую субботу ходят на демонстрации. Первая была разогнана, но следующие были мирные. И они реально каждую субботу выходили люди в Лейпциге, потом и в других местах на демонстрации. Вот они нам делятся этим. Значит, я, соответственно, рассказываю о том, что вот у нас только что был там съезд народных депутатов. Там был венгер, постдок Габор Надж. Он, значит, рассказывал там про то, что происходит в Венгрии. Ева Хавлицкая из Лодзи, значит, рассказывала, что происходит в Польше, там круглый стол там, и так далее. Там был Зденек Слонина из Праги. Он рассказывал, там начиналась бархатная революция в Праге. Вот мы сидим, значит, просто за кофе в лаборатории. Это обмениваемся социалистическими новостями. Значит, как это все происходит и сколько это все продлится. И поздно вечером я сажусь на поезд, возвращаюсь домой где-то к полуночи, включаю телевизор, а там новости. Вот полчаса назад прорвалась Берлинская стена. Ну, вот вы знаете, вот уже в том, что вы описали, но мы это знаем уже потом по восстановленным событиям, что вот в этом процессе, можно сказать, освободительном или объединительном процессе 2 Германий и освобождения от коммунистического режима значительную роль сыграла научная интеллигенция ГДР. И, в частности, вот Йенс Райх, биофизик, который произнес такую программную историческую речь тогда на Александр-Плац. И она была так написана, ну вот как... Она была написана для всех, да, и вот. Как раз вы, в частности, вы переводили его речь на русский. Я хочу совсем недавно, да. Да, я хочу нашим зрителям просто напомнить, что речь Йенса Райха начиналась так. Мы все знаем старую присказку: если сосед начал переклеивать обои, это еще не значит, что нам тоже надо этим заняться. Сегодня мы считаем наоборот. Если сосед начал обновлять свою Красную площадь, то и нам пора обновлять наш Александр-Плац. Ну, так немножко, знаете, в духе немецких сказок. Вот, да. Отсылает к фольклору. И действительно,
замечательно. Но у вас как раз вышло сейчас в троицком варианте «Наука» интервью с Йенсом Райхом, который жив, и вы с ним беседовали недавно, вот вспоминая те события. Меня очень так запомнилось такой момент, такая мысль, где он рассказывает вам о своих контактах с представителем польской солидарности, потому что он уже видел, что в Польше эти процессы начались раньше, и он отмечал, что там в основном это было в большей степени движение рабочее, хотя были, конечно, и польские ученые в этом участвовали, но они, представители польской солидарности, они ему сказали, что вы напрасно остаетесь в замкнутых тайных кружках. Вот как раз по поводу этих кружков, когда они обсуждали и не выносили это больше никуда, это, естественно, это были такие тайные собрания. И они сказали, что у вас никогда так ничего не получится. Протест должен быть легальным, открытым. И Райх, он вам говорит, что он удивился, но он понял, что, то есть он стал над этим думать и понял, что это правильно, что протест нужно легализовать. Хотя, с другой стороны, он же сам отмечает, что все-таки это движение началось из России, из Советского Союза, а в Советском-то Союзе это вся пошла смена власти сверху. Это не был открытый протест снизу. Ну, если бы не было совсем ничего снизу, то и сверху бы тоже, наверное, ничего не началось в Советском Союзе, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, ну, это же очевидно, что если не просто, так сказать, хотеть обсуждать, что происходит, а хотеть, ну, каких-то изменений в обществе, то нужно до общества доносить эти предложения, эти, так сказать, свои идеи и так далее. То есть, естественно, это нужно делать публично. Это не столько даже речь идет о протесте, сколько в первую очередь о просвещении общества, о том, чтобы объяснить, так сказать, в какой ситуации мы находимся, и чем нам это грозит, и что нужно делать для того, чтобы этого избежать. Вот. И в этом смысле, конечно, понятно, что ученые, ну, они по своей, так сказать, натуре, по своим профессиональным качествам, они, собственно, так сказать, природные диссиденты, потому что они ищут истину, да, которая существует. И поиск ее является целью науки. Эти слова сказал Андрей Анатольевич Залезняк, лингвист, гуманитарий. И, в общем, для меня удивительно было увидеть, что такие слова говорит гуманитарий, но они точно совершенно отражают смысл науки. И поэтому по своим профессиональным, так сказать, качествам, это профессиональным критериям, ученые, они очень чувствительны к тому, что правда, что неправда, где фальшь, где какие-то имитации. И они к этому нетерпимы, потому что, так сказать, в этом их работа. Ощущать и понимать, отличать одно от другого. И, соответственно, вот, так сказать, вот вся фальшивость восточно-германской системы или, скажем, советской системы, она очень хорошо, сильно ощущалась вот, именно ученым. Ну вот тоже в этом интервью было очень интересно, где он сравнивал российскую, советскую научную атмосферу, научную среду в СССР и в ГДР. И он отмечал, потому что он все-таки впущенно проработал примерно 4 года, довольно долго, хорошо, понимал, даже ездил как-то немного по Советскому Союзу, и он отмечал такую вещь, что он сказал, вот мы в ГДР, мы варились в своем котле. Мы... В горшке он сказал, в горшке. Он говорит, были закрыты в горшке. Да, он говорит по-русски, у вас интервью по-русски, он говорит, мы были в своем закрытом горшке все время. А у вас большая страна, много институтов, много возможностей, люди могут поехать на Камчатку, перейти из одного института в другой. И не было ощущения вот этой тесноты, подавленности. И он постоянно употребляет слово «депрессия». Мы были в депрессии. Но потом вы же задаете ему вопросы, вы спрашиваете его о том, как изменилась научная среда в ГДР после объединения в Германии. Да? И Йенс Райх отмечает, что, конечно, немецкие ученые выиграли от этого процесса, они стали игроками большой лиги, появились международные коллективы, интернациональные,
И то, что вы описывали, вот когда вы увидели ФРГ, то же самое, естественно, стало и в Восточной Европе. Но советские ученые совершенно по-другому воспринимают все, что произошло потом. И в России вот никто не может сказать, что российская наука выиграла от тех перемен, которые наступили в России. Почему так, как вы думаете? Ну, я не знаю, мне трудно говорить за российскую науку. Я уехал, к сожалению, в 1998 году, и поэтому всю остальную эволюцию российской науки я наблюдаю уже из-за границы. Вот. И такое впечатление, что во многих отношениях ситуация ухудшилась. С другой стороны, появились мегагранты, появились разные другие аналогичные проекты, возможности приглашать зарубежных ученых работать в российских лабораториях. В частности, я вот сейчас приезжаю, это такой типа внутренний мегагрант Вышки, где у нас международная лаборатория, в которой я работаю в качестве иностранного ученого. Но, тем не менее, значит, вот это все развивается. И на моем месте мог бы быть, там, не знаю, какой-нибудь американец или англичанин или француз совершенно точно так же. И слава богу, что это есть. Очень хорошо. Вот если говорить уже не о науке, а об обществе в целом, что бы вы отметили как такие самые важные уроки Берлинской стены? Самые прочные, трудно разрушаемые стены – это не из бетона и не из камня. Это стены в головах. И их невозможно разрушить изнутри. Их каждый человек сам, вот в частности, в выступлении Йенса Райха на Александерплац это прозвучало, что мы должны освободиться. Это то, что каждый должен сделать сам. И, собственно, вот эти стены и нужно разрушать. И можно помочь людям разрушать эти стены для себя, внутри себя. Вот. И на эту тему, я не знаю, в 50-х годах, наверное, Твардовский написал, я думаю, что это было в связи с разрушением памятников Сталина тогда, что все, что на свете сделано руками, рукам под силу обратить на слом. Но дело в том, что сам собой камень, он не бывает ни добром, ни злом. Удивительно, что спустя 30 лет после того, как российские ученые и советские ученые получили совершенно новые условия работы и возможности контакта с зарубежными коллегами, сейчас Министерство высшего образования и науки издает приказ, регламентирующий взаимодействие с иностранцами. Ну, очень грустно. То есть я убежден, что ничего из этого воплотить в жизнь будет невозможно. Просто нет на это ресурсов. Я думаю, что просто, так сказать, сопротивляться открытию мира невозможно. И это, Министерство науки на самом деле тут же отыграло назад и сказало, что этот приказ носит рекомендательный характер, что само по себе довольно абсурдное заявление. Даже если министерство потом говорит официально, что эта бумага носит рекомендательный характер, вполне понятно, что бюрократы на местах будут перестраховываться на всякий случай, и заниматься таким образом международной наукой будет невозможно. И, собственно, так сказать, с той стороны, я должен сказать, что с той стороны, так сказать, вот этот вот процесс закрывания российской науки, он тоже ощущается. Я вот сейчас оформлял командировку в Москву, и мне сказали, а что это ты так поздно подаешь бумажки? У нас Россия внесена в список опасных стран, и нужно как минимум за месяц заявку писать. На самом деле это все вот во Франции существует, в Соединенных Штатах существует, потому что они тоже... То есть подозрительность в России, она рождает ответную подозрительность и в других странах тоже. И это все рушит нормальную международную кооперацию между учеными, независимо от того, чем они занимаются. То есть та, в общем, стена, которая была разрушена, и то страшное недоверие, которое существовало между двумя мирами, потому что мы знаем, что Берлинская стена, она все-таки разделяла не один город, она разделяла два мира. Совершенно верно. И эта стена, она, с одной стороны, разрушена, но с другой стороны, мы видим, что есть немало желающих построить ее вновь. Или сохранить в головах, потому что в головах она на самом деле не разрушена еще до конца.
И поэтому вот это, собственно, так сказать, как раз и пример того, что недостаточно разрушить бетон, а нужно поменять то, что в голове. В связи с этим в конце нашей программы я хочу еще раз вернуться к той исторической речи, которую произнес молекулярный биолог Йенс Райх перед падением Берлинской стены. Он закончил ее так. «Свобода, как нас учили в школе, это осознанная необходимость. Не слишком ли много рабского духа в этих словах? Мне гораздо больше нравится другое определение, и оно более подходит сегодняшнему дню. Свобода – это всегда свобода мыслить иначе. Мы должны реализовывать свои конституционные права не только на демонстрации, но и перед боссом, перед коллегами, перед учителем, перед властями, повсюду». У нас в программе был профессор Высшей школы горных наук и телекоммуникаций из Нанта, президент Международного общества по изучению глинистых минералов Андрей Калиничев. И мы говорили о том, что 30 лет назад пала Берлинская стена.